1969 году в лондонском универмаге Harrods можно было купить что угодно, от верблюда до слона. Именно там двое молодых австралийцев, Джон Рэндалл и Энтони Эйс Бурк, увидели нечто, изменившее их жизни навсегда. В тесной клетке отдела экзотических животных томился трехмесячный львенок. В его глазах читалась не ярость, а мольба о спасении. Джон и Эйс были молоды, авантюрны и совершенно не смыслили в диких зверях. Но они купили его. Они назвали его Кристианом. И в течение одного невероятного года в самом центре Лондона, в квартире, мебельном магазине и церковном саду рос настоящий лев. Кристиан стал легендой Челси. Его выгуливали на поводке, словно очень большую и необычную собаку. Он жил в подвале мебельного магазина под названием «Софистикат». Удивительно. Но лев оказался невероятно чистоплотным и нежным. Он понимал, что мир вокруг не приспособлен для таких, как он, и старался быть аккуратным. Каждый день в 3 часа Джон и Эйс вели его в закрытый сад за местной церковью. Там лев учился бегать, играть с мячом и выслеживать голубей. Фотографы запечатлели невероятные кадры. Кристиан едет на заднем сиденье кабриолета «Мерседес», обтекает Кингс-Роуд взглядом истинного монарха. Но львы растут. К году Кристиан весил почти 80 килограммов. Его лапы стали размером с обеденную тарелку, а клыки — длиной в 5 сантиметров. Сад за церковью стал слишком тесен, а покупатели в магазине начали нервничать, когда мимо них проходил зверь, способный убить человека одним движением. Перед Джоном и Эйсом встал мучительный выбор — сдать друга в зоопарк, где он проведет остаток дней за решеткой, или сделать невозможное — вернуть его в Африку. Ученые в один голос твердили: лев в 5-м поколении, рожденный в неволе, не выживет в дикой природе. Он не умеет охотиться, не знает законов прайда и станет легкой добычей. Все изменила случайная встреча. В магазин заглянули актеры Билл Треверс и Вирджиния Маккенна, звезды фильма «Рожденная свободной». Увидев Кристиана, они поняли — этому льву нужен Джордж Адамсон. Адамсон был живой легендой охраны природы. Он жил в Кении, в удаленном лагере Кора, и верил, что дикость — это не то, чему учат, а то, что живет в крови. Он согласился принять Кристиана, хотя не давал никаких гарантий. В августе 1970 года Кристиан впервые коснулся лапами африканской земли. «Он дома», — тихо сказал Адамсон. «Просто он еще об этом не знает». Первые месяцы были жестокими. Кристиан не понимал звуков саванны, не знал иерархии и едва не погиб. Дикие прайды видели в нем чужака. Но под руководством Адамсона и при поддержке опытного льва по кличке Бой Кристиан начал меняться. Его движения стали расчетливыми, взгляд — стальным. Лондонский лев исчезал, на его месте рождался хищник. Джону и Эйсу пришло время улетать. Прощание было тихим. Кристиан стоял на краю лагеря, провожая взглядом уезжающий внедорожник. Друзья плакали, понимая, что, скорее всего, больше никогда его не увидят. Прошел год. Из Кении приходили тревожные вести. Львица, которая должна была стать парой Кристиана, пропала. Лев Бой, его наставник, погиб. Кристиан остался один в мире, который не прощает слабости. Но вскоре пришло другое письмо. Кристиан нашел 2 диких львиц и создал собственный прайд. Он не просто выжил, он стал вожаком. Джон и Эйс решили вернуться. Все отговаривали их.
Эксперты твердили, львы не формируют долгосрочных эмоциональных привязанностей к людям. За год дикой жизни он забыл все. Для него вы теперь либо угроза, либо добыча. Даже Адамсон предупреждал, он может вас не узнать. Они прилетели в Кору. Кристиана не видели 3 дня. Его прайд ушел далеко на север. Джон сидел у палатки, теряя надежду, когда Адамсон указал на гребень холма. Там, в золотом свете заходящего солнца, стоял огромный лев. Он вырос почти вдвое. Густая золотая грива обрамляла мощную морду. Это был дикий зверь в самом расцвете сил. За ним в траве виднелись львицы. Джон и Эйс замерли. Лев начал спускаться. Медленно, осторожно, как хищник. Сердце Джона колотилось. «Пожалуйста, вспомни», — шептал он про себя. И тогда Джон позвал его по имени. Кристиан замер. Его уши дернулись. А в следующую секунду произошло то, что навсегда вошло в историю и заставило миллионы людей плакать перед экранами спустя десятилетия. Лев побежал. Это не был бег охотника. Это был прыжок радости. 200-килограммовый зверь влетел в Джона, сбив его с ног, но не для того, чтобы укусить. Он прижался головой к его лицу, обхватил лапами его плечи и заурчал. Это был тот самый звук из подвала лондонского магазина, громкая вибрирующая песня любви. Кристиан лизал их лица, обнимал Эйса и не отходил от них ни на шаг. Более того, он подвел к ним своих диких львиц. Звери, никогда не знавшие человека, легли рядом с людьми своего вожака, признав их частью семьи. Это было чудо, которое наука не могла объяснить. Джон возвращался в Кению еще дважды. В 1972 году он увидел Кристиана уже как полноправного короля территории. Лев был величествен и спокоен. Он все еще помнил их, но в его взгляде уже была дистанция. Он принадлежал саванне. В свою последнюю ночь перед отъездом друзей Кристиан снова стал тем самым игривым львенком. Он всю ночь боролся с ними, прыгал на столы и не давал спать, словно чувствуя, что это финал. В 1973 году Кристиан исчез. Он ушел далеко на север, за реку Тана. Вероятно, он прожил полную львиную жизнь, защищая свой прайд и своих детей, и умер свободным в начале 80-х. Джордж Адамсон оставался в Коре до самого конца. Он погиб в 1989 году от пуль бандитов, пытаясь спасти туристов. Он похоронен там же, рядом со своими львами. В 1970 году в Африке жило 300 тысяч львов. Сегодня их осталось меньше 25 тысяч. За 50 лет мы потеряли 90% этих величественных существ. История Кристиана — это напоминание о том, что мы теряем, когда смотрим в другую сторону. Но это еще и ответ на самый глубокий человеческий страх. Мы все боимся, что если мы уйдем, нас забудут. Что время и расстояние сотрут любовь, которую мы отдавали. Кристиан доказал, настоящая связь не знает границ видов и времени. Он доказал, что если ты любишь что-то достаточно сильно, чтобы отпустить, ты не теряешь это. Ты становишься частью этого навсегда. Кристиан остался в костях под выжженной землей Кении, в потомках, которые, возможно, до сих пор охотятся в парке Меру и в сердцах миллионов людей. Не бойтесь любить, не бойтесь отпускать. Настоящая любовь всегда находит дорогу домой. Дорогие друзья, если вам понравилась эта история, поставьте лайк.
А также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день. Как вы думаете, способны ли животные на такую же преданность, как люди? Напишите в комментариях.